Приветствую вас на канале Техревизор. Поджарить хлеб к завтраку, разогреть выпечку или сделать гренки можно с помощью тостера. Я изучил представленные на рынке модели, сравнил их характеристики и возможности, изучил отзывы владельцев. На основании этого я составил топ-8 тостеров. В него вошли модели стоимостью от 3 до 10 тысяч рублей, которые различаются количеством слотов, мощностью, уровнями обжаривания, наличием дополнительных функций. Для удобства выбора я разделил их по количеству отсеков на 2 и 4 тоста. Прежде чем перейти к детальному обзору, подпишитесь на канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ну а теперь приступим. Начну с лучших моделей на 2 тоста. Пятое место этого раздела занимает горение T1120 CLI. Этот тостер из коллекции производителя Classica выделяется своеобразным дизайном. Для него характерно винтажное исполнение, поэтому прибор может стать оригинальным акцентом в интерьере кухни. Из-за этого корпус имеет несколько раздутые формы. Тостер оборудован 2 широкими слотами. Обжаривание происходит равномерно за счет автоцентрирования кусочков хлеба. Выбрать степень зажаривания можно с помощью поворотного регулятора, а всего предусмотрено 6 режимов. Приготовленный тост автоматически поднимается, а если он небольшого размера, можно приподнять его еще выше с помощью рычага. Как и большинство современных тостеров, эта модель с функцией разогрева для подогрева уже готовых тостов и функцией размораживания для аккуратного оттаивания хлеба. Кнопки снабжены приятной подсветкой, которая выступает индикатором работы. Крошки попадают в специальный поддон, который легко снять для очистки. Четвертую строчку занимает Redmond RT M404. Модель из высокотехнологичной эко-серии производителя выделяется надежным исполнением и высоким качеством. Модель выполнена в термоизолированном корпусе из нержавеющей стали, что гарантирует ее долговечность. Дизайн привлекательный, стильный и при этом достаточно компактный. Под днищем расположен поддон для сбора крошек. Он легко выдвигается для простоты очистки. Провод можно компактно хранить, смотав и спрятав его в специальный отсек. У тостера 2 широких слота с автоцентрированием. На корпусе есть поворотный регулятор для выбора степени обжарки из 7 уровней. Также здесь расположены 3 кнопки со светодиодной индикацией. Одна из них служит для остановки нагрева, вторая для включения функции разогрева, третья для размораживания. Аналогичным функционалом, но другим способом управления обладает Kidford KT2047. Третье место занимает Kidford KT2047. Этот тостер, хоть и не столь изящного дизайна, также выполнен в прочном корпусе из нержавеющей стали. Особенность модели – сенсорная панель управления. На ней расположены 4 кнопки. Одна служит для включения и остановки нагрева, вторая – для включения режима подогрева, третья – для размораживания, а четвертая – для выбора степени прожарки. И всего у модели предусмотрено 7 уровней, что позволяет подобрать нужный с учетом вида хлеба, толщины куска и своих предпочтений. Выбранный режим поджаривания отображается на дисплее для удобства контроля, а специальный индикатор возле каждой кнопки указывает на активный режим работы. Широкие слоты позволяют обжаривать даже толстые тосты. При этом хлеб автоматически центрируется, что обеспечивает равномерную прожарку даже тонких кусочков. А чтобы крошки хлеба не оставались на дне и не подгорали, предусмотрен поддон в нижней части. Он имеет выдвижную конструкцию для удобной очистки. На втором месте стоит Philips HD2581. Эта модель выполнена в изящном дизайне в корпусе из белого пластика. У нее 2 больших регулируемых слота, которые подходят для тостов разного размера. А благодаря функции автоматического центрирования кусок хлеба размещается по центру и равномерно подрумянивается с обеих сторон. От других моделей рейтинга тостер отличается управлением. Здесь предусмотрен всего один поворотный переключатель и кнопка отмены нагрева. С помощью регулятора можно указать степень обжаривания тоста. У этой модели их больше, всего 8 уровней. Есть у моделей функция размораживания для аккуратного оттаивания замороженного хлеба и функция разогрева, с помощью которой можно подогреть остывшие тосты. Но выбор этих функций происходит также с помощью поворотного регулятора. Также в комплект входит металлическая подставка, которую можно располагать над слотами и подогревать на ней блинчики, пирожки и другие продукты. Такой подставки нет у лидера рейтинга Tefal TT693110, хотя он выделяется более интересным управлением.
Первое место занимает Tefal TT693110. Это довольно габаритный тостер, выполненный в лаконичном дизайне простой формы. Но, несмотря на простоту исполнения, выглядит он весьма солидно, чего и ожидаешь от товара известного бренда. Он снабжен рычагом, которым хлеб опускается в слоты. Приготовленные тосты автоматически поднимаются. При необходимости подъемник можно поднять вручную, повыше, для извлечения небольших кусков. Благодаря автоматическому центрированию куски хлеба прожариваются равномерно с обеих сторон. Панель управления у модели довольно лаконичная, представленная всего 4 кнопками. Для выбора степени обжарки, которых у модели 7. Для включения функции разогрева, которая служит для поддержания готовых тостов теплыми в течение 30 секунд. Функция размораживания и для остановки нагрева. Уникальная особенность – это наличие дисплея, на котором во время работы отображается время, оставшееся до завершения обжарки. Это весьма удобно для контроля. Для сбора крошек есть выдвижной поддон, а провод на время хранения можно поместить в специальный отсек. Теперь перейдем к лучшим моделям на 4 тоста. Третье место этого раздела занимает Kidford KT2016. Эта модель представляет собой сдвоенный тостер. У него предусмотрено 4 слота для одновременного приготовления 4 тостов. Но каждая пара отверстий имеет независимое управление. Благодаря этому можно приготовить только 2 тоста, не задействуя вторую пару слотов. Или поджарить тосты до разной степени под вкус каждого члена семьи. Или, например, в одном производить разморозку, а во втором обжаривание. Как и большинство моделей рейтинга, этот тостер с функцией разогрева и функцией размораживания. Для их включения есть соответствующие кнопки. Также в любой момент можно остановить приготовление, поставив на паузу. А для выбора уровня поджаривания тостов есть поворотные регуляторы. А всего предусмотрено 7 уровней. Под каждой парой слотов есть выдвижной поддон для сбора крошек. Тостер в сравнении с обычными моделями обладает высокой мощностью 1500 Вт. На втором месте стоит Casa T4. Этот тостер также выполнен в корпусе из нержавеющей стали, он рассчитан на приготовление 4 тостов, но оснащен 2 длинными слотами, в которые можно помещать по 2 куска хлеба или куски нестандартного размера. За счет такого исполнения модель обладает более компактными размерами, меньшей глубиной, чем большинство тостеров на 4 тоста. Отличается модель количеством режимов обжаривания хлеба, их всего 5. По окончании приготовления функция Moto-Lift плавно поднимает тосты и нагрев отключается. При необходимости нагрев можно оставить с помощью функции Stop. При желании передний слот можно использовать отдельно, если нужно приготовить только 2 тоста. Тостер также подходит для размораживания хлеба или для подогрева готовых тостов. Для включения этих функций есть отдельные кнопки. В комплекте идет металлическая подставка, которая устанавливается над слотами. На ней можно подогревать булочки, пирожки, другую выпечку. Первую ступеньку занимает Tesler TT445. Этот тостер выполнен в корпусе из нержавеющей стали с хромированными вставками. Он выделяется красивым дизайном, который также подчеркивают нетипичные по исполнению регуляторы. Модель представлена на рынке в разных цветах. Тостер наделен 4 слотами, каждая пара имеет независимое управление. Это особенно удобно для семей, в которой у каждого есть свои предпочтения относительно степени зажаривания тостов. Выбирать можно из 6 уровней обжаривания. Система центрирования автоматически располагает хлеб так, чтобы обеспечить равномерность обжарки со всех сторон. У модели есть кнопки для включения подогрева, размораживания или остановки нагрева, если ошиблись с настройками. Для каждой пары слотов есть свой рычаг-подъемник для опускания тостов. С их же помощью можно поднять хлеб повыше при извлечении небольших кусочков. Под каждой парой есть выдвижной поддон для сбора крошек. А на время хранения провод можно смотать и спрятать в специальный отсек. На этом рейтинг лучших тостеров на 2023 год подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда TechRevizor.